После окончания мировой серии покера в Лас-Вегасе турнирные серии взяли небольшой перерыв. Эстафета по генерации интересных раздач перешла к кэш-фестивалям, которых в августе проводится сразу несколько. Вы на канале Академия покера. Сегодня мы рассмотрим интересную партию, сыгранную в рамках пригласительной серии Тритон Покер. В ней нет выдающегося творчества и сумасшедших блефов, зато есть очень наглядное противостояние диапазонов. Подпишитесь на канал, чтобы первым смотреть следующие подобные видео. Игра идет по ставкам 1-2000 с обязательным анте от большого блайнда в те же $2000, то есть начальный банк равен 5000. Стартовые стейки у всех участников составляют 500 000, то есть по 250 блайндов. Это, конечно, не 500, как в дорогом кэше казино Hustler, но тоже приличная глубина. Впрочем, к моменту нашей раздачи фишки уже перераспределены, поэтому эффективные стейки на постфлопе зависят от того, кто до него дойдет. До кат-оффа все выбрасывают. На этой позиции известный китайский регуляр Тань Сюань, который успешно сочетает покерную карьеру и предпринимательство. Кто-то может поспорить, можно ли его считать профессионалом. Тем более, что сама философия таких кэш-фестивалей с телетрансляциями предполагает лишь одного – максимум 2 регуляров за столом. А во второй день серии явная акула Фил Айви. Но, во-первых, разница между увлеченными любителями и профессионалами сегодня становится все более размытой. А во-вторых, Сюань только в живых турнирах заработал почти $10 миллионов. А это, между прочим, 4-е место в рейтинге китайских покеристов. Последний крупный занос – 1-е место в хай-роллере за 50 000 на Тритоне в марте этого года с призовыми почти в $1 миллион. И это при том, что в основном он специализируется на кэше, часто в закрытых играх. Сложно оценить его реальные успехи в покере, но подавляющее большинство признанных профессионалов никогда даже не приблизятся к таким числам. Итак, Сюань повышает до 6000 с карманными королями. У Айви на малом блайнде одномастная дама 10. В теории мы знаем, что на малом блайнде нужно избегать колов, но именно это действие выбирает Фил. В принципе, одномастный Бродвей всегда хорош в 3-бете и в сквизах. Но кол не является ошибкой сразу по 2 причинам. Первое. В живых кэш-играх с любителями и по требованиям организаторов с широкими диапазонами это норма, как и большое количество мультипотов. Вторая. Даже в онлайне, где выверенная стратегия куда важнее за счет больших дистанций, можно заходить колом, когда на большом блайнде рекреационный игрок. За Филом Эсти Ванг. Как раз такой полулюбитель, повышающий ожидания Айви в раздаче. Немного об Эсти. О его результатах в покере известно мало. В живых событиях он участвует с 2019 года, отметился всего 2 попаданиями в кэш. В марте он стал 25-м в 100-тысячнике Тритона, заработав 190 000, а через месяц занял 10-е место в хай-роллере на серии Джинбеи в Камбодже. Собственно, все. Возможно, он разрывает кэш-игры? Сомнительно по одной простой причине. Хотя мы никогда не узнаем про механизмы формирования составов, у Пола Фуа явно не было стимула приглашать никому неизвестного профессионала. Итак, у Эсти разномастная туз-6, в теории плохая рука для защиты. Но он уравнивает, создавая мультипот на 3. Для формата Тритона это нельзя назвать ошибкой. Банк вырастает до 20 000. Наименьший стек у Фила Айви, который уже успел проиграть почти 200 000. Впрочем, серию он закончил в большом плюсе, поэтому небольшие колебания дисперсии его вряд ли расстраивают. Выходит очень опасная доска, которая отлично подходит коллерам. Она дает им множество трипсов, фуллхаусов, стрит и флеш-дро, гадшотов. Это если говорить о диапазонах. Но в этот конкретный момент у Сюаня, потерявшая тонну эквити, оверпара. У Айви всего лишь 2 слабые оверкарты и бэкдорные флеш-дро. Зато Ванг не просто зацепился за борт, у него нацовый трипс. Айви и Ванг ожидаемо чекают. Сюань ставит $8000. Это 40% от банка. Это верное действие. С трефовым королем можно было бы выбрать и чек, чтобы не раздувать банк на опасной доске. Но в данном случае рука Таня разблокирует флеш-дро у обоих соперников. То есть можно собирать value здесь и сейчас.
Айви мгновенно выбрасывает, оставляя китайских игроков 1 на 1 с эффективными стеками около 600 тысяч долларов. Ванг, не задумываясь, объявляет рейс до 23 тысяч. Его рука вполне могла бы выбрать пассивную линию, но повышение на такой доске более чем уместно. В глазах префлоп-агрессора в чек-рейзе огромное количество блефов, и он всегда будет платить стоп-парами и дро. Сюань калирует, банк вырастает до 66 тысяч, и дилер выкладывает терн, четверку, открывающую второе флеш-дро и закрывающую гадшоты с 8-5-5-3. Да, это были бы странные руки, но Ванг вполне мог защищать такие одномастные стартеры. Ванг ставит 51 тысячу, 77% от пота. Раз уж он выбрал агрессивный чек-рейс на предыдущей улице, он должен выбрать крупный сайзинг. Так что конт-бет хорош, хотя Солвит в такой глубине не постеснялся бы сделать овербет. Крайне неприятная раздача для Сюаня. Но, конечно же, выбросить королей он здесь не может. У соперника все еще много блефов. И дилер выкладывает последнюю карту – пятерку треф, закрывающую потенциальные фишки и стриты у обоих участников. В банке 168 тысяч. Что будет делать Ванг? А он будет доказывать, что к профессионалам его относить точно не стоит. Он выбирает худший из возможных вариантов – чек. Это распространенная ошибка среди любителей и боязливых регуляров низких лимитов. Каким выглядит его диапазон в глазах оппонента? В подавляющем случае это закрывшиеся дрова, которые обязаны собирать value. Готовить ловушку для чек-рейза здесь – полная глупость. Соперник почти всегда будет чекать вдогонку с блеф-кетчерами и ставить на value. Таким образом, Ванг оголил свой диапазон. У него только трипсы и некоторые стриты. Но можно ли здесь ставить крупно? Очевидно, что Сюань закалирует только с сильными сочетаниями. На крупный бет в фолд уйдут все блеф-кетчеры. Уж очень страшно выглядит доска. Поэтому Ванг обязан ставить почти со всем диапазоном, но очень мелким сайзингом. С одной стороны, такой блок-бет позволит собрать дополнительное value, а с другой минимизирует потери, если у соперника более сильная комбинация и он решит рейзить. Сюань, очевидно, очень хорошо представляет себе диапазон Ванга. Он понимает, что на value здесь ставить нельзя. Можно было бы придумать блефы с блокерами на флеш, вроде разномастных туз-7 с трифовым тузом. Да, вот только таких комбинаций у Сюаня давно уж нет. Да и в целом найти здесь блефы очень сложно. Карманные короли – естественный блеф-кетчер с мощным шоу-даун value. С этой рукой ставка не имеет ни малейшего смысла. Сюань спокойно чекает вслед и минимизирует свои потери. Итак, что можно сказать о раздаче? Сюань известен своей очень агрессивной манерой игры. В теории он мог бы решиться выдавить из банка стриты и трипсы соперника, но он хорошо понимает, что для этого бывают руки получше. Он сыграл правильно абсолютно на всех улицах. А вот его оппонент Ванг доказал свой статус любителя. Его очень прямолинейная линия и особенно чек на ривере сильно упростили решение для Таня. Очевидно, он не очень хорошо понимает концепцию диапазонов и не имеет в арсенале такой важный прием, как блок-бет. На этот раз ему повезло, но на дистанции он явно не будет играть в плюс. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, стоило ли Сюаню воспользоваться ошибкой Ванга и блефовать. На нашем канале есть и другие подобные видео. Например, противостояние Питера и Дага Полка в казино Хастлер. Посмотрите обязательно. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пока!